все эти люди говорят, что это плоды кармы, во всем есть плоды кармы, мол, он совершил такой поступок. Да. Что это? Карма. Карма – это действие. Все, что вы сейчас делаете, это и есть карма, экшен. Как же мне понять, что тот результат, который я получаю сейчас, это плод моих прошлых дел, или же я сейчас создаю новую карму? Вы создаете новую карму, то, что вы получаете, сам этот результат, это плоды прошлых дел, а то, что вы делаете сейчас, это карма. В чем же разница? Там, где вы сейчас находитесь, судьба, это то пространство, где вы есть, это результат ваших дел. Почему вы именно здесь? Почему вы находитесь именно здесь сейчас? Это решают ваши прошлые поступки, то, что вы сделали раньше, чтобы быть здесь в этот миг. Вот так это и работает. Ясно? Да, и вот если сейчас говорят, что нужно поступать хорошо. Поступай хорошо, делай добрые дела. Да. Но если я поступаю хорошо, это ведь полностью в моих руках, верно? Что я творю добро. Да. Но если кто-то поступает хорошо, то говорят, что это плоды его кармы, дающие ему возможность творить добро. Да, вы можете поступать хорошо. Вы можете стараться делать добро. Это полностью в ваших руках. Но принесет ли ваши действия благо, зависит уже не от вас. Вы можете взять хлеб и пойти кормить корову. Но встретите ли вы ее и съест ли она его? Это не в вашей власти. Так и говорят. Значит, мы вообще не можем совершать благие дела? Кто сказал? Вы вполне можете. Я нес хлеб корове, но он не попал ей в рот. Важно само намерение. Видите ли, когда мы говорим о карме, то гораздо важнее не то, что именно вы делаете, а то, с каким намерением вы это совершаете. Да, именно намерение имеет значение. Намерение важнее всего, да? К примеру, в «Нитях запредельного» я приводил такой случай, представим два сценария. Вы на вечеринке у друзей, которая проходит прямо на крыше дома, и там двое людей начинают драться. Пытаясь их разнять, вы случайно толкаете одного из них. Этот человек падает с крыши вниз. В итоге он погибает. А теперь другой сценарий: вы ненавидели того, кого толкнули, и просто искали удобный случай. Внутри вас была злоба. Вы ждали подходящего момента, чтобы столкнуть его вниз, и вот вам представился такой шанс. Те двое снова затеяли драку. И на этот раз вы толкнули его намеренно. В обоих случаях исход летальный. Но скажите, в каком случае возникнет карма? Во втором случае. Именно все дело в намерении. Так что если вы вышли из дома с мыслью накормить корову, то именно это и создает вашу благую карму. Это доброе дело принесет свои плоды, и ваша жизнь станет лучше. То, что вы делаете сейчас, и то, где вы находитесь сейчас, определено вашими прошлыми поступками, а ваше будущее будет зависеть от того, что вы делаете в данный момент. Так вот, те люди, которые совершают очень плохие поступки. Например, файлы Эпштейна сейчас на слуху, или многие политики, которые вредят всем вокруг. Да, верно. Почему они не несут плодов кармы? Послушайте, здесь люди часто не понимают сути. Это отличный вопрос. Откуда нам знать, получают ли они плоды своей кармы или нет? Мы ведь видим их только со стороны, не так ли? То, что видим в интернете, то и обсуждаем, строим теории. Даже когда мы узнали, что Эпштейн мертв или умер в тюрьме, мы все равно строим теории, что он не умер, а сбежал. Откуда нам знать правду? Мы постоянно фантазируем об этом и хотим, чтобы все было именно так, чтобы у тех, кто творит зло, все было хорошо. Это наше внутреннее желание, потому что мы все знаем, что тоже совершали ошибки. И внутри нас есть врожденное желание доказать себе, что те, кто творит зло, не получают возмездия, что у плохих людей жизнь тоже складывается удачно. Именно поэтому мы ищем подтверждение этому во всем подряд. Мы смотрим только на светлые стороны жизни других и говорим: смотри, с ним ничего плохого не случается, он наслаждается жизнью. И мы ищем этому подтверждение в соцсетях. Но разве кто-то станет выставлять свои страдания в интернете? Никогда. Или когда мы идем на встречу, на вечеринку, разве мы начинаем там жаловаться на судьбу и рассказывать о том, как нам сейчас плохо? Конечно, нет. Вы встретите человека и даже не поймете, что он в депрессии или какую боль он чувствует, сколько у него проблем. Зачем ему об этом рассказывать? Поэтому мы можем понять, работает ли закон кармы, только глядя на свою жизнь. Мы никогда не наблюдали за чужой жизнью так пристально. Мы даже не знаем, что творится в душе у наших собственных родителей. Но в этом смысле вот в файлах Эпштейна упоминается имя президента Дональда Трампа. Да. Но мер не приняли. Да. Там же совершенно очевидно, что он совершил очень скверный поступок. Да. Но он все еще занимает пост президента. Быть на посту президента, разве это означает, что человек счастлив? Учитывая все эти войны,
Вы хоть представляете, какое на нем сейчас давление? Над ним постоянно висит угроза смерти. Он продолжает воевать только потому, что знает, если война прекратится, он сразу попадет в тюрьму. Он вынужден это делать, у него просто нет иного выбора. Ему приходится постоянно делать все это, чтобы отвлечь внимание. Какое же огромное давление он испытывает? Но давление не оправдывает его поступки. Оправдывает. Он живет в роскоши. Роскошный образ жизни никогда не скажет вам о том, насколько человек счастлив внутри. Если вы внутри находитесь в глубоко печальной ситуации, то какой бы роскошный образ жизни вам не предоставили, сможете ли вы быть там счастливы? Если у вас внутри только горе, стресс и тревога, то какую бы удобную кровать вам не дали, разве вы сможете на ней спокойно уснуть? Но есть много людей, много священников, которые совершают только добрые дела. Да. Они не получают ни роскошной жизни, ни душевного спокойствия и радости. Откуда вы знаете, что они не находят радости в душе? Спросите их самих. Как я и сказал, вам нужно смотреть на то, какие плоды я получаю за свои собственные поступки. Вы не знаете жизни других людей. На самом деле даже мать и ребенок, которые так близки, порой не знают, что на душе у другого. Какие страдания скрыты внутри ребенка, а потом все удивляются, когда он совершает самоубийство. Знаете что? Спросите родителей, они скажут: мы дали ребенку все необходимое. О каком горе речь? Так что мы не знаем, какая боль у кого внутри и как сильно человек страдает. Ребенок может страдать так сильно, что решается на суицид. Разве эти страдания не плод его кармы? Видят ли родители, как сильно он страдает? Вот именно, мы никогда не узнаем, насколько сильно страдает другой человек. Мы знаем только о себе и о том, как страдаем мы сами. Поэтому, если хотите понять карму, наблюдайте за своей жизнью, не смотрите на жизнь других. Вы никогда не сможете дать этому точную оценку. То получаем ли мы плоды кармы с самого начала, то есть именно за те поступки, которые мы совершили в этой жизни? Получаем ли мы воздаяние уже в этой жизни? Или же, как принято считать, мы перерождаемся и несем плоды поступков из прошлых жизней? Некоторые люди в этой жизни совершили настолько ужасные вещи, что плоды их деяний просто невозможно получить за одну жизнь. Например, если кто-то убил или пытал многих людей, его просто один раз ликвидировали. Он не получил за все в одной жизни. Не получил. Это было бы крайне несправедливо. Именно поэтому воздаяние приходит в следующем воплощении. Он родится и будет страдать. Да, и в этот раз ему будет даровано более подходящее. Ему дадут иную жизнь или даже более крепкое тело, в котором он сможет страдать еще сильнее. Но ведь существует мнение, что по своей сути нет ничего изначально хорошего или плохого. Нет добра и зла. Есть лишь плод, посадишь коноплю. Вырастет она. Посадишь розы, будут розы. Мы сами делим это на плохое и хорошее. Розы. Если я творю зло, почему мне будет плохо? Будет то, что вы сделали. Что посеешь, то и пожнешь. А называть это добром или злом. Вам решать вам.